Рассмотрим порядок настройки толщины и стилей линий. Layout можно настроить: цвет, ширину, стиль, конечные точки линий, дуг нарисованных от руки линий, а также обводку фигур, текстовых полей, размеров, меток, вставленных изображений и объектов SketchUp. Все инструменты для настройки находятся в лотке по умолчанию, и название этой панели «Стиль фигуры». Стиль фигуры. Надо здесь иметь в виду, что термин «обводка» — это линия вокруг фигуры или пути. Какой алгоритм настройки линий? Сначала построим несколько линий. Одну, затем вторую и третью. По умолчанию в стиле фигуры настроены линия сплошная, толщина 0,5. Дальше, значит, если пунктир мы применяем, то он 1 в 1, то есть 1 это масштаб пунктира. Также стили здесь установлены штриха углы под 45 градусов, и здесь плоские концы, без всяких начальных и конечных точек, стрелок и тому подобных вещей. Значит, как настраивать линии? Для этого алгоритм. Первое. Щелкните панель. Щелкнули, открыли, панель стала активная. Выберите объект. Значит, выбираю инструментом «Выбрать объект». Выбрал. Дальше можно выделить несколько объектов сразу, если удерживать Shift во время щелчка. И теперь дальше выбираем нужные настройки и посмотрим, что будет происходить. Я выберу толщину. Сейчас поставлю 2. И смотрите, Escape, и видно, толщина увеличилась. Чтобы было видно изменения, то лучше приблизить эти линии поближе. Изменилось. Дальше могу поменять, выбрать следующую линию и поменять ее на штрих пунктирную. Я ее поменял. Могу поменять масштаб штриха. Смотрите, опять ее выбираю и масштаб возьму 5. Давайте посмотрим. Видите, что эти штрихи стали больше в 5 раз по сравнению с теми, что были в начале. Дальше можно настроить также еще эти стили штриха. То есть здесь, если мы посмотрим поближе, у нас стоит первая настройка. Поменяем стиль, возьмем второй. Эту линию выберем, поменяем второй. И что, видите, ничего не произошло, да? Теперь, это не наглядно. Теперь поменяем и посмотрим стили штрихов. Здесь поменяем и посмотрим. Они, если мы поближе посмотрим, сами кончики должны поменяться. Теперь давайте поменяем конец штриха. Выбираем линию, конец сделаем круглый. И если мы приблизимся, видите, конец линии круглый стал. Это об этом идет речь. Если мы выберем, сделаем его, видите, прямоугольный. Дальше. Можем мы в начале, в конце поставить, например, стрелку в начале, а квадрат поставить в конце. И размеры поставить там 4. Здесь и здесь. Такое. Значит, если я так построил и сейчас буду рисовать линию, то линия у меня такая и нарисуется. Дальше, если я имею уже готовую линию, то я могу к ней применить то же самое. Стрелку, допустим, такую и такую. И смотрите, поменялось. Да, все стрелки, что я назначил. Кроме того, можно поставить и поменять цвет этого штриха. Для этого его надо выбрать. И здесь выбрать цвет. Какой тут хотите. Выбрали цвет. И теперь смотрите, цвет поменялся, вся линия.
Ну и последнее, что здесь можно сделать в настройках, это применить стиль уже готовой фигуры к другой. То есть, что это значит? Для этого есть специальный инструмент, называется стиль. Это подобно, там инструмент несколько напоминает инструмент краска в SketchUp. Если я выбираю кнопочку стиль, далее, смотрите, я выбираю вот эту линию, и если курсор превращается в ведерко, то дальше я могу сделать следующее, выбрать следующую линию. И посмотрите, стиль линии штриховой изменился на стиль линии, которая была до этого. Щелкаю по другой, опять стиль такой же стал. Это удобно, подобрав стиль, все линии превратить в то, что нам необходимо. По настройкам все.